Господа, приветствую, меня зовут Максим. Наш прошлый ролик о том, по каким причинам нужно расстаться в тот же день, расстаться с бригадой каменщиков, которую вы наняли для строительства вашего дома. Набрал достаточное количество просмотров, и мне в личку постоянно пишут и комментируют различные каменщики из разных регионов, которые пишут, что я не прав, что все это ерунда, у них там ничего не должно быть, они ни за что не должны отмечать. И самое главное, что мне пишут и что меня зацепило, это то, что они не должны делать разметку. Делать разметку после заливки фундамента, якобы заказчик сам уже за нее несет ответственность, ведь он залил или фирма залила, кто-то залил, третьи лица, они больше ни за что не отвечают. Так вот, сегодня мы решили снять продолжение для этого ролика. В середине ролика вы увидите объекты. Я находился в поселке Разумное, у меня был свободный час, я прокатался по району и снял за 1 час вот эти все видео, которые я дальше приложу. Это вот за эти косяки, за смешные косяки, люди заплатили настоящими ровными рублями за ту кладку, которая кал, а не кладка. Они заплатили свои настоящие, заработанные честным трудом деньги. Итак, ребята, будьте аккуратнее при выборе бригады, смотрите дальше видос. Еще забыл добавить. В конце видео, досмотрите наш ролик до конца, и вы увидите, что если вы думаете, нанимая бригаду, там, приезжую, неприезжую, своих людей, незнакомых людей, вы думаете, что вы сможете без договора рукопожатно проконтролировать, и потом вы на свое усмотрение заплатите деньги, если вам понравится, или не заплатите. Вот я вам приложу в конце видео ролик, что случилось с фасадом дома человека, который, наверное, я не знаю, что произошло, но я вижу, что его фасад за 400 тысяч уничтожен. Поэтому досматриваем ролик до конца, и вы увидите, что бывает с теми заказчиками, которые забывают заплатить деньги бригаде каменщиков, которую они наняли по объявлению, или рукопожатно, или прямо в поле они к ним подошли. Итак, поехали. Итак, ребят, самый главный момент. Больше всего комментариев мне написали про разметку. Про то, что каменщик ее не должен делать перед началом кладки цоколя. Мне пишут каменщики: а зачем почему ты сделал ленточный фундамент с перепадом? Ты должен был выровнять его заранее, чтобы каменщик ничего не делал. Так вот, ребят, везде на участке есть естественный уклон. Посмотрите, вот отличный участок. Уклон, я думаю, процентов 7. Я думаю, 5% здесь уклон. И смотри, зачем вам тратить дополнительные деньги для дренажа, выравнивая весь участок? Мне нравятся участки с естественным уклоном. Вот, пожалуйста, вода уходит естественным образом на дорогу, всем хорошо, и это бесплатно. Поэтому, покупая участок, выбирайте участок с небольшим уклоном, это гораздо удобнее. Так вот, теперь приступим к разметке. Я сейчас вам о ней более подробно расскажу. Когда вы залили свой ленточный фундамент, у вас внутри всегда есть гора земли, потому что трактор, скорее всего, внутрь ее грузил. Приступая к кладке кирпича и договариваясь по объявлению, если вы нанимаете там бригаду, самостоятельно являетесь своим прорабом, самозастройщики, вам бригада скажет: мы не будем принимать кирпич, скорее всего, не надо, у нас люди все заняты, ты сам прими, жди и поставь его нам в середину. И вы всегда расставляете кирпич в середине. И в принципе разметку сложно выполнить. Да, это так, но есть способы, и нормальная бригада потратит на это полчаса своего времени и сделает вам эту разметку дополнительно, потому что заливая фундамент, непонятно, трактор имеет огрехи, люди копают не всегда ровно, даже если разметка выполнена идеально, там уже есть косяки. Они запрограммированы, вы поймите, это же не опалубка, это просто ленточный фундамент в землю. И бывают еще наплывы бетона, и непонятно, где начинается стена. Поэтому бригада, которая начнет вам стены делать, прям не проверяя ничего, 100% ошибется минимум на 15-20 сантиметров. Вам повезет, если она ошибется всего лишь на диагоналях. Она может еще ошибиться на сторонах. Что будет дальше? Вам сделают цоколь. Скорее всего, после того, как земля рассыпется, кирпич уберется, бригадир бригады этой, не сказав вам, все проверит. И он увидит, что там ошибки в диагоналях. Ошибки в диагоналях, и ваш цоколь запорот, например, на 25 сантиметров, сторона на 15. Если вы думаете, что он вам позвонит и скажет: Сергеич, тут случилась беда, проблема, у нас запор от цоколя на 20 сантиметров. Да не будет этого. Я вам точно говорю, чтобы получить свои деньги, потому что это не фирма, это не прораб. Никто перед вами ответственности нести никогда не будет. Никто вам ничего не скажет. Мало того, я вам сейчас добавлю. Если вы думаете, что вы будете проверять, единственный способ проверить это, вы должны будете потом приехать,
самостоятельно со своим товарищем, не с бригадой, и проверить эти стороны и диагонали самостоятельно, не с этой бригадой. Потому что я вам сейчас расскажу. Если вы сюда приезжаете один, то там хитрый какой-нибудь бригадир возьмет себе сторону рулетку, на которой написаны цифры, а вы должны будете верить тому, что он вам говорит. Это один такой, ну, простецкий способ бригады уйти от ответственности за неровно выложенный цоколь, на котором не было разметки. Второй способ. Если вы думаете, что вы умный, вы, скорее всего, возьмете себе ту сторону, на которой написаны цифры. Но вы должны знать такой случай. Смотрите, ребят, диагонали запороты, стороны запороты. И, в принципе, бригадир знает насколько. Поэтому, находясь с той стороны дома, держа диагональ там, на 10-сантиметровом доме, он возьмет и натянет или отпустит столько, сколько нужно, чтобы вы увидели нормальные цифры, одинаковые на всех своих сторонах. Поэтому, если вы уже допустили кладку вашего цоколя без разметки, то вам нужно сделать проверку этой разметки самостоятельно. Наймите посторонних людей или со своим другом самостоятельно проверьте это рулеткой, без присутствия бригады. Потому что это серьезно. Я скажу вам еще более. Если вы сделали цоколь и он с косяками, вы об этом, скорее всего, не узнаете. Ну, уж так уж повелось, вы не смотрели, наверное, предыдущее наше видео, это не смотрите. Вы уже строите, взяли каких-нибудь охламонов. Вот смотрите, что будет дальше. Сделали вы цоколь с косяками, и вы начинаете гнать коробку. Вы думаете, что-то изменится? Если вы не поменяли бригаду, и она осталась вам делать коробку, вам ничего дальше не скажут. Вам сделают дом, ну, я оставлю возле хорошего, ровного, красивого дома. Вам сделают дом, в котором будут разные стены, диагонали 20 сантиметров. И вы возьмете и заплатите за него. Потому что, ну, на доме вы уже, скорее всего, не будете проверять диагонали. Все как бы хорошо, коробка на вид. На вид вы ничего не поймете, потому что, в принципе, это сложно. Надо быть, ну, там, профессионалом, чтобы увидеть это просто на вид. Так вот, ничего вы не видите, вы деньги рассчитаетесь. И узнаете вы о том, что ваш дом выполнен с разными сторонами. 15 сантиметров там сторона, 25 сантиметров диагональ в нем. Знаете, откуда это узнать? Вы узнаете только, когда начнете делать крышу. Не всегда люди начинают делать сразу крышу после коробки. Бывает, у людей проходят года. Ну, там, бывает, человек делает цоколь, там, на следующий год коробку, через год он делает кровлю. Поэтому несколько лет. За это время даже местные бригады распадаются, меняют сим-карты, переезжают. Понимаете, о чем я говорю? А если люди вообще из других регионов, ну, не найдете вы никаких косяков. И кровля ваша будет сделана, ее можно, наверное, там как-нибудь сделать. Будут разные стороны, будут разные свесы. Там свес тут будет 50 сантиметров, там 40. Карниз будет, ну, понимаете, это будет сделано на тяп-ляп. А заплатите вы за это деньги, настоящие, ровные деньги. Поэтому, еще раз говорю, смотрим дальше наши. Короткое видео про косяки, просто нарезка за полчаса. Столько нашел, за час нашел, сколько косяков все сейчас приложу под веселую музыку. Смотрите, кайфуйте. То, что бывает и за что люди платят свои деньги. А далее поговорим о том, что будет, если вы думаете, что вы узнаете и не будете платить бригаде. Ребят, пока вы смотрите вот этот ролик с косяками, который я нашел всего лишь за 1 час, я решил вам рассказать старый свой случай. Смотрите, я сам проработал каменщиком 15 лет, чтобы мне тут ничего не писали, ребята. Я работал не простым каменщиком, я работал бригадиром. Я сам им стал, никто меня там не назначал. Так вот, я вспоминаю такой случай. Один раз мы строили дом, ну там, не знаю, 15 лет назад в Стрелецком. Это белгородцы будут знать. И по соседству работала группа приезжих ребят, ну, там, с другого региона. Они работали на 5 машинах, приезжали, там, ну, каждый на машине, все, молодцы там. И один раз мимо них, там, через неделю работы, я шел и увидел, ну, качество кладки было ужасно. Просто жесть. Там были чекушки, вот такие швы, все было измазано. Кирпич этот красный, бедный, там, его ставили, ну, в разные. Ну, там, я просто думал, что, скорее всего, заказчика нет. Или, может быть, не знаю, кто это строит, может быть, там какой-то. Я думаю, наверное, он приедет в выходные, мы он их выгонит. Ну, невозможно было смотреть на это. Прошла неделя, приезжали какие-то люди, кто-то их контролировал, но я не слышал скандала. Это был соседний дом, я думал, не знаю, что такое происходит. Али, ну там общались мы с этим товарищем. Мне было просто интересно, как он сможет продавать такой товар. Так вот, когда мы закончили дома, ну это был одноэтажный дом, мы делали двухэтажный, и один раз я увидел, что приехал хозяин, и они жарят вместе шашлыки. Он ставил шашлыки, они там выпивали, ну магарыч как бы дом вели. Я просто был поражен о том, что этот заказчик
взяв на работу людей, у которых он наверняка не видел работы. Я видел, что приезжали его друзья, там, какие-то родственники, и он всем рассказывал, что все хорошо. Я думаю, все из вас знают сказку про Голого короля. И представляете, как этот заказчик был напуган тем, что он не мог предъявить им претензии, ему нужно было выгонять их сразу, и он закрыл на все это глаза. Я сейчас хотел снять этот дом, на выходных его не нашел, я думаю, скорее всего, он поштукатурен. Поэтому, ребят, будьте аккуратнее, не берите на себя излишних требований. Если вы думаете, что вы ни о чем-то не договорились с бригадой и думаете, что сделают по-вашему, не всегда так бывает, не всегда вы сможете. Вы как самозастройщик, первое, если у вас есть семья, там, 5 братьев, там, все мастера спорта там, по боксу, там, или вы работник МВД, возможно, вы сможете протолкать свои мнения. Но в других случаях, я думаю, что бригада — это достаточно слаженный коллектив, особенно бригада более там, 4 человек. Поэтому я не уверен, что вы сможете отстоять свои права, если вы о чем-то там не договорились, потому что эти ребята постоянно борются за выживание и смогут продавить свое. И, возможно, вам придется потом жить с этим, вот с этими чекушками, и вы за эти заплатите деньги, как будто настоящие абсолютно заработанные трудом деньги, но будете смотреть на это говно и жить с этим, потому что, поэтому будьте аккуратны. Итак, ребят, вот последний ролик, наверное, на фон его поставим, пускай он идет, чтобы вы смотрели. Я не знаю, что там случилось, ну, ущерб серьезный, я вижу, у человека. Скорее всего, он не заплатил бригаде деньги. Не знаю, что там произошло на самом деле. Не буду говорить ни плохого ни на бригаду, не знаю про этого человека ничего. Я думаю, что там было следующее. Не было письменного договора. Поверьте, я не имел в виду договор с компанией. Если вы самозастройщик, вы можете даже с простым бригадиром сесть за столом, выпить с ним чаю и в блокноте написать, что почем. Кирпич 20 рублей. Там, блок 20 рублей, уголок 50 рублей, там, перемычка 150 рублей, рез 20 рублей. Все, точка, больше ничего не нужно. Эта бумажка в 2 листах, оба подписались, все. Поэтому, как бы, я не знаю, что там произошло. Я знаю, что, скорее всего, ну, может быть, этот нечистоплотный подрядчик, он решил, не заплатить. Договаривались по одной цене, получилось в итоге цена, он там предъявил какие-то претензии и не заплатил бригаде. Ребята решили отомстить. Вот, пожалуйста, результат. Но я думаю, что результат такой серьезный. Фасад этого дома, ну, по моей оценке, стоит где-то 400 тысяч. И ремонт его, он не подлежит. Ну, там по всему периметру сбиты столбы. Эти кирпичи невозможно заменить. Его нужно будет, ну, жить с этим или заштукатурить. Ну, вы знаете, неприятно жить, когда тебе на стену там, ну, прямо тебе в лицо наплевали, как бы. Поэтому будьте аккуратнее при выборе бригады, заключайте договора, никогда не берите людей, у которых вы не видели работу. Еще, если вы думаете, что вы не заплатите деньги бригаде каких-нибудь группе, похожей на бригаду лиц, которые собираются построить вам дом, и вы не видели их работу и думаете, что вы сможете за себя постоять, это неправда, это приезжие люди, не приезжие даже, говорю, ну, разные люди, они продавят вам, найдут на вас давление. Вот этот человек, возможно, не поддался давлению, возможно, появились скрытые работы, появляются постоянно, знаете, даже бывает, я знаю, люди берут за рештовку, еще за что-то, за перенос, за выгрузку, и там смета с 200 тысяч, вот на этом доме конкретно, я думаю, работа стоила бы где-то 200-250 тысяч рублей. Такой, ну, работа бригады. А фасад это стоит 400, и он уничтожен, поэтому будьте аккуратней. Подписываемся на наш канал, жмем лайк, оставляем комментарий, если ты бригада, поставь дизлайк, если тебе не понравилось то, что я сейчас сказал. А всем остальным строителям, и застройщикам, и самозастройщикам, и каменщикам я желаю удачи, счастливых, красивых, удачных домов. Всем пока, с вами был Максим, компания Фундамент 31.